трансляция от SpaceX. Буквально 5 минут. И мы будем наслаждаться замечательным творением Илона Маска. Пока вам немного расскажу новости, которые у нас бегут также в нижней строке. 3 января Илон Маск в твиттере заявил о предстоящей презентации обновлений системы Starship-Update с полной сборкой Starship и Booster 4 с помощью мехазиллы. Но сборка состоялась с помощью крана частично. Мехазиллы подняли только Starship 20. На презентации будет показан новый дизайн Starship и новый двигатель Raptor 2, кстати. Его уже привезли. Не знаю, показывать вам его или нет. Но, наверное, не буду. Уже на самой презентации. Но отличия достаточно существенные. И в размере, и в количестве агрегатов на самом двигателе. И в самом дизайне. Можем пока что посмотреть, как происходила подготовка к самой презентации SpaceX. Сейчас у меня тут есть фотографии, которые я вам сейчас подготовлю. Даже есть видео. Как-то устанавливали Starship на Booster 4 с помощью рук мехазил. Думаю, вам сейчас показать это. Сама система Starship в сборе. Далее будет новый двигатель Raptor. Он слева, справа старый. Это уже прям перед самой презентацией буквально фотка сделана. Там красивую подсветку включили, направленную на прототипы экраны и сцены. Видим. Это так, это уже повторяется фото.
Ждем 4,5 минуты каких-то. Я пока что даже включу видео. Стараюсь. Так. Вот видео, когда устанавливали Starship. На Starship-4 я работал руки, заправочного рукава, и дроны летают. Сейчас уже мехазилла отцепила. Starship-20. Не найду это видео, оно не ВКонтакте точно. Придется его качать. Да, давайте вот покажу, наверное. Достаточно интересно выглядит. Я не знаю, на фотках там это было видно или нет. Наверное, нет еще. Так вот. Видим, как руки опускаются и отводятся Starship. Угу. Увидели. Осталась минута до нашего события. Да, немножко залагали часики. Бывает. Все, ожидаем пользователя SpaceX. Сейчас уже начинается презентация сама. Презентация у нас на экране. Я вот так вот сделаю, чтобы хорошо слышно. Всех еще раз приветствую, кто сейчас только подошел. Это презентация обновлений Starship от SpaceX и Илона Маска в частности. Ожидаем так волнительно, но уже скоро мы это увидим. Итак, нет еще. Еще нет. Еще музыка играет. Ожидаем Илона. Я надеюсь, нам покажут новый ролик с обновленной системой Starship. Я очень надеюсь на
надеюсь на это. Так, искать число. Угу. Сидя. Это первый, кстати, стрим со Starbase со времен Starship-15. Это было уже достаточно давно. Не помню точно когда, но было. Уже 2 минуты прошло. Мы все еще ждем. Итак, начинаем. Starbase. Просто на Марс. И ведет SpaceX, которая недавно вышла на канале, показывающая производственную линию Starbase. Я даже, наверное, не буду играть звук ради вашей... ради вашего же удобства. Черные полосы снизу. Мне это не нравится сбоку. Нет, трансляции их нету. У меня они есть. Мне это не нравится. Ну, бывает. Это прыжок 3, кстати. Это уже наш Starship-20 на бустере 4 устанавливает. Грин. Первый стак. Сейчас второй уже. И начинаем. И на сцене мы этого дождались. Рапторы стоят. Добро пожаловать. Добро пожаловать, добро пожаловать. Добро пожаловать в Starbase. So it's been almost 2 years since our last update. Прошло больше 2 лет с последнего апдейта Starship. Мне нравится ваш фидбэк, ребят. So it's been 2 years since we had our first Mark 1 rocket. Прошло больше 2 лет с того, как мы показывали ракету Марк 1 вам. И очень достаточно большой прогресс произошел с того времени. Команда SpaceX увеличилась. Благодарю ребят, которые ведут прямые трансляции. Я понимаю, кто вот идет. Все ребята наши, которые ведут прямые трансляции оттуда. Очень много деталей поменялось за последние 2 года. И многие люди хотели узнать, что же происходит. И поэтому я здесь. Как же сделать жизнь мультипланетарной? Самый большой вопрос Илона Маска за всю его жизнь, и он пытается его решить до сих пор. Многие люди думают, как мы будем жить в будущем, и повлияет ли как-то катастрофы на жизнь человечества в дальнейшем. Именно сейчас нам такой шанс преподнес мир, что мы можем стать мультипланетарным видом и спасти нашу цивилизацию.
Может быть, что угодно, катастроф природного масштаба, техногенного и очень многое. It might take a few 100 million years, so don't hold your breath. But eventually, the sun will expand and destroy all life. So for those who really care about not just the humans, but all the life on Earth, все, что угодно, что жизнь на Земле истребит, и у нас должен быть запасной вариант. И не обязательно, чтобы это было за пределами Солнечной системы. The creatures that we love they can't build spaceships, but we can, and we can bring them with us. And I think that's pretty important, you know, for those that care about the environment and care about all the creatures on Earth. So that's like the life insurance reason for life collectively. But there's also an inspiring reason, which is that life can't just be about solving problems. There have to be things that inspire you, that move your heart, that это должно быть в нашем сердце, чтобы спасти человечество в будущем, не достичь такого, чтобы оно исчезло. Не всегда научные открытия будут помогать человечеству жить, и рано или поздно придется прибегнуть к космическому способу переселения человечества с Земли. Это очень похожий кадр с рендером. Прямо сейчас. You know, how do we get here? What's the meaning of life? 42. But what's the question? And you know, if we go out there and we explore the galaxy, ultimately, then we can find out some of these questions. Человечеству всегда было интересно исследовать Вселенную. And even, you know, whether somebody chooses to go or not, I think, you know, vicariously we can all go there, just like with Apollo, where, you know, only a handful of people went to the moon, but in a sense, we all went there. Humanity. Человек всегда стремился на Луну, so even if somebody doesn't choose to go themselves, I think очень хотел на нее. Through others, they will go, they will understand, they will experience the universe. And, это все-таки новый экспириенс для него, опыт. To an exciting future. И мы должны достичь будущего с космосом, чтобы человечество стало мультипланетарным видом и не истребилось само по себе. Now, one of the rebuttals we'll sometimes hear is like, sure, but what about all the problems on Earth? And I completely agree. Но перед тем, как отправиться на другие планеты, нужно разобраться, что у нас происходит на Земле. Мы видим проблему финансирования от НАСА космической программы. Это 3,36% от общего финансирования космоса. You know, we're only spending 0.1% of our resources on space. I think that's okay. You know, like we will be fine. You know, so just you know, just make sure people don't think like, well, is he suggesting that we just spend everything on space? No, I'm suggesting like maybe 0.5% or something like that. We'll probably be okay. Ну, тут он рассказывает о том, что and I think, you know, given космос доступен стал настолько, что даже с таким вкладом в космос они отправляют ракеты. Почему не 0,5%? Хотя бы. Это как бы у нас в базе должно быть. Так что сейчас будет показываться что-то на экранчиках интересное. Как сделать жизнь мультипланетарной с помощью самой быстрой системы возвращаемых ракет?
Многие люди много времени думали, что это невозможно осуществить такое, как это возвращение первой ступени и возвращение сейчас в данный момент обтекателей, как у Falcon 9. Люди просто в это не верили, что такое возможно. Сейчас у нас уже более 100 возвращаемых полетов у Falcon 9. Это очень большой шаг в правильном направлении. К чему мы сейчас и пришли, это к полностью многоразовой ракете Starship. But the success is one of the possible outcomes, which I always think is when embarking on an endeavor, success should be at least one of the possible outcomes. Конечно же, для осуществления этой мечты нужно верить в нее, и тогда она сбудется. Нужно достичь максимально быстрого перезапуска ракет с помощью системы запуска в виде вот этих замечательных рук мехазиллы. Они достаточно быстро, они достаточно уменьшают время подготовки к полету и помогают сам сократить его время на подготовку. Мы могли сделать, конечно, без рук, но не сделали. Видите, какие-то шутки, которые я не понимаю. Так, 144 полета у Falcon 9, 106 вернувшихся ступеней. 106 раз вернулась ступень и 83 не прочитал. Это достаточно тяжело доставить ракету аж на орбиту. Так ее еще не надо вернуть. Более 100 запусков и более 100 посадок мы видим у SpaceX сейчас. Видим, что это возможно осуществить. Все-таки. Although I have to say, I still have like launch PTSD every time the rocket takes off. I'm like, you know. Многие люди видят такое число возвращаемых возвращений ракеты, они как это возможно, говорят. Такое раньше было вообще за гранью фантастики. Так нам покажет экран вблизи. Я не вижу. Что-то с Марсом и орбитой связано. Это общее количество аппаратов 15,5 тонн, запущенных за все время, и показана масса, которую сможет вывести Starship за 3 недели после года запусков. Я так понимаю. Would be equal to all the mass to orbit of Earth to date. That's just one Starship launching 3 times a day for a year. Now, if you have это будет 109,5 зон, если Starship будет запускать целый год, 3 раза в день. А это, если будет запускаться 10 Starship'ов целый год, 3 раза в день. Это 1 миллион тонн на орбиту Марса.
There'll be more ships than there are boosters because the booster Это actually, even though очень it's большие gigantic, цифры, я надеюсь, will come SpaceX back in about получится 6 их достичь minutes. хоть как там. Excitement как там. guaranteed. So it only takes about 2 minutes on ascent and then about 4 minutes to return. So you'll know soon. Около нужно 2 минут на The ship взлет has to и complete at least 4 на one возвращение orbit around Earth, ракеты. and sometimes maybe 3 orbits or more, and each orbit is 90 minutes. So Вот на the орбиту ship занимает is 9 минут, probably, в общем. reusable about every 6 to 8 hours. That's why we say sort of 3 times a day for the ship. And in theory, the booster is capable of being reused every hour. So the propellant pumps are designed to fill the rocket in. Ракета полностью конструирована так, чтобы простить все системы, чтобы меньше было, конечно же, чему ломаться для более быстрой возвращаемости ракеты. That's comfortably over 100,000 tons to the surface of Mars. Maybe 150,000 tons, depending on how good the landing system is. Он рассказывает про то, что 1 миллион тонн к Марсу достаточно большое количество. And I think maybe roughly you need about 1 million tons on Mars to have a self-sustaining city. But the critical threshold, I think, for Mars is to have a city that is self-sustaining. It's going to be incredibly difficult to make a self-sustaining city because if it's missing any ingredient at all, however minor that ingredient is, then if the ships from Earth stop coming for any reason, the city will die out. So the critical threshold to pass что-то про то, что Starship между Землей сможет летать. For any species is to have the other planet no longer dependent on the original planet. So I don't know exactly what that tonnage is, but I suspect it is at least, if one tries to get the right order of magnitude, about 1 million tons. Около миллиона тонн мы сможем доставить за это время на Старшипе. Starship is capable of doing that. It's capable of getting 1 million tons to the surface of Mars and creating a Старшип, конечно, творение очень большое. Оно сможет как бы спасти целый город за несколько дней. The window of opportunity may be open for a long time, and I hope it is, but it may also be open for a short time. And this is the first. Очень долгое время не получалось ничего сделать, и тут открылось как бы окно для того, чтобы успеть сделать, и мы стараемся все успеть. Нам как бы посмеялись в дверь и сказали, что надо работать. Разработка Starship у нас на экране. 4,5 миллиарда лет человечество, 4,5 миллиарда лет Земле. Именно сейчас нам надо максимально упорно и быстро готовиться к мультипланетарности. Там может произойти все, что угодно. Нужно смотреть все более оптимистично. Насколько много у нас времени осталось до чего-то катастрофического, что разрушит планету, чтобы успеть справиться на Марс. Мне не нравится, что на экране. Очень не нравится, что нету рендеров. Там просто картинка. So far from being some sort of escape hatch, it will be extremely difficult and dangerous and tough. Mars is a fixer-upper of a planet, and so it's going to take some work to make it easy to live there. But one day we could make Mars a planet like Earth, and I think we should. Она очень похожа на Землю все-таки. Мы должны все сделать для того, чтобы отправиться туда.
Итак, Starship представлен высота 50 метров, диаметр 9, вес с топливом 1200 тонн, тяга 1500 тонн и нагрузка около от 100 до 150 тонн в возвращаемом варианте на орбиту. And we're expecting payload capacity of 100 to 150 tons, depending on which orbit. So to a Starlink orbit, roughly 100 tons. Over time, I think we can probably get the orbit for orbital refilling. The payload to Все это время мы думали над как же осуществить процесс орбитальной доставки для отправки на Марс. Конечно, для этого нам нужна орбитальная заправка, по-другому никак. Но самая большая проблема — это жидкий кислород. Его надо очень много на тонну топлива. Тепловой щит Старшипа. У нас есть небольшая производственная база во Флориде, которая производит эти замечательные пятиугольники же, да? Да. Или шестиугольники, которые ставятся на Starship в качестве тепловой защиты и помогают Starship'у возвращаться на Землю. Это достаточно простой способ защиты корабля во время входа в атмосферу. Процесс орбитальной дозаправки. Это всего лишь дозаправка. Какие-то шуточки у нас там. Нам нужно разработать эту технологию. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бывает. Все спалили. Нам нужно добиться орбитальной заправки, чтобы больше грузов доставить на Марс. Нужно, конечно же, состыковаться на орбите. Dragon уже стыкуется к Международной космической станции. Это достаточно большой опыт для нас. Это все равно есть небольшая разница, когда ты стыкуешься для космической станции и для себя. But this is going to be an important thing to demonstrate. What won't be necessary in the near term for Starlink launches, but it will be necessary for Mars and the Moon. Starship будет использоваться, конечно же, для Старлинка и для полетов на Марс. Super Heavy 70 метров. Мы ее сократили на 1 метр, и она будет 69 метров. Это уже будет вроде бы с Booster 7, насколько я помню, или с Booster 8. Покажите экран, я не вижу. Thrusters around 7,600 tons. That'll probably increase too over time. 6000 тонн тяги, почти 7,5, даже 1000 тонн тяги и 3400 тонн веса в заправленном варианте.
quite. That's the largest rocket ever to get to orbit. It's worth Это noting тяга Super Heavy больше, чем у is Сатурна the 5. largest flying object of any kind, or will be. It's yeah, very big. You can see it right there. That booster has 29 engines. Сейчас у бустера 29 двигателей, а на следующем уже бустере будет 33 двигателя Раптора. But because I think at one point we had like 37 engines and Почему не 27 двигателей, почему не 29? О, стоп, уже 29. Не подумал. Все-таки у нас есть небольшое ограничение, это диаметр самого бустера. И новый пункт Catch Tower. Launch and Catch Tower. Это у нас запуск. И вот так показывает, как Starship-20 поднимали. I'd say as complex and difficult as either the booster or the ship. So I really want to emphasize that this is, and it's a very difficult thing that requires a lot of hardcore engineering. Достаточно большое вообще достижение инженерии. Это как бы нулевая ступень ракеты, без которой ей взлететь невозможно. Да. Then Raptor development, Raptor 1 was 185 tons of thrust. Raptor 2 is 230 tons of thrust. Раптора больше мощности, меньше деталей у нового Раптора. And it's also significantly simplified. So you can see the difference between V1 and V2. The V2 is Версия 2 весит 230 тонн, тяга, 230 тонн тяги, у первой версии 185 тонн тяги. Видим, что версия 2 достаточно упростилась по сравнению с первой версией. Достаточно меньше стали и меньше агрегатов. And a more robust engine. So, very excited about Raptor version 2, and it's only going to get better from here. Ну, к Raptor 2 мы вернемся немного попозже. Ой, я испугался. Так, это испытание Raptor 2, я так понимаю, кстати. Потому что 10-й номер, это Raptor 2, недавно был показан. Я видел несколько фотографий с Макгрегором. So Raptor 2 is pretty sick. Да, Raptor 2 более мощный. And we've actually the peak thrust that we've operated Raptor 2 at this point is 247 tons. 230 тонн предел тяги, который мы смогли достигнуть на Raptor 2. And continue to simplify and sort of robustify the engine. Мы сделали более легким, более легким, более меньшим на детали, как бы, двигателем. It'll be the first full flow stage combustion engine to get to orbit. Kind of need that ISP and thrust to weight. So why Starbase? A lot of people like say why Starbase? Why here? And we kind of needed a confluence of factors. Getting to orbit, you want to launch eastward so that you have
Мы должны доставить больше нагрузки за один полет. As south as possible and launch eastward. And then, it's always possible that something goes wrong. And so you want to have a good clear area. You want several miles around the launch site Мы to выбрали be именно unpopulated BocaChica or at least clearable. из-за того, что And достаточно that doesn't actually leave a lot of options. освобожденный от людей регион, Here тут меньше людей, and Cape Canaveral or Cape Kennedy is чем the на other two possibilities. мысе And then because Канаверал. we had a lot of launches going out of the Cape, Также we будут didn't want to запуски с disrupt the Cape Cape activity, the Canaveral. operational launches with sort of the advanced R&D of Starship. So it was important to Это бустер decouple 4. the operational launches from the R&D launches, and that's why we're at this location. And once again, I'd just like to thank Cameron County and the Brownsville South Padre and Нет, это бустер 5. Сейчас был на remaining экране. residents of BocaChica Village. Where I live, by the way, it's my primary residence, is that little village over there. У меня, кстати, резиденция в BocaChica Village, And it's been great. It's been рядом great с being сборочной here, площадкой. and yeah, super appreciate the support of the community. Это достаточно помогает. Yeah, anyway, thank you. Да. Саппортом и коммуникации между людьми. Орбитальный полет So Старшипа. then we've got a video to show what we hope will happen with launch. Мы покажем, допустим, видео с орбитальным запуском Старшипа. Ой-ой-ой, как красиво. Oh wait, sorry. We have some upcoming Миссия Starship Starship. missions. Orbital flight is really just the beginning. Это уже So we're крю going to have миссии. a number of Starlink missions that will launch Starlink satellite version 2. But Starship будет, ой, even more exciting Starship будет than that запускать is уже the NASA human spaceflight Starlink mission. версии 2, конечно же. We're incredibly honored to that NASA has selected Starship to take astronauts back to the moon for the И first НАСА time in выбрала half a century, Starship which is kind of mind-blowing. для возвращения астронавтов на Луну, что, в принципе, и дало толчок к разработке I'd just like такой to say, быстрой. SpaceX is just deeply honored and appreciative that NASA would choose us for this incredibly important mission, and we'll get it done. And then there's also the Dear Moon mission, which is Также не стоит забывать про миссию Дэрмун, artists around the moon, and где 8 человек с Юсака Мазава отправятся в полет вокруг Луны. gonna select I think a dozen artists and Он выберет самых талантливых людей со всей Земли и отправит их вместе с ним в облет Луны. Anyway, super exciting future ahead with this. И да, There'll probably be a few будущее bumps уже in the road, рядом. but we want to iron those out with satellite missions and test missions and get to a high flight rate and then have something that's extremely reliable for human spaceflight. Конечно, в будущем будут миссии по доставке спутников, по людям. Наша... это не анимация. Кстати, может быть, это совмещенное вместе с анимацией. Без понятия, первый раз вижу это видео. Но это у нас окрестности. Starbase. Ой-ой, да, это анимация. Starship. Мехазиллом. И Quick Disconnect Arm. Быстро отводящаяся рука. Новый рендер полностью. Так, это уже модификация с 33 двигателями. И сейчас будет зажигание.
И подъем Старшипа. Сейчас будет, я надеюсь, тот самый кадр. Нет, его не будет тут. Потому что это полностью новая анимация, которую еще нигде никто не видел. И с SpaceX ее не показывали. Были несколько рендеров, но они оказались, оказывается, неправдивыми. Видим работу RCS у бустера и буст Бёрн, что для возврата на Землю. Внешнее кольцо двигателя Раптор включается для Entry Бёрна и для посадки используется 3 двигателя Раптор, который включается, и видим, как бустер направляется к мехазиллу, который уже подхватывает. Именно мехазилл подхватывает бустер, а не бустер летит к мехазиллю. Потому что бустер будет лететь в удобную точку для посадки мехазилла. Мехазилла будет его схватывать уже на этой точке. Видим процесс орбитальной дозаправки у Старшипа Крю версии и Старшипа танкера. Сам Старшип со стеклом. Стекло, кстати, сделано будет из прозрачного алюминия. Из алюминия, который настолько тонкий, что он прозрачный, он достаточно прочный будет. И сейчас будет зажигание на Марс. Да, мы летим на Марс. Мы уже на Марсе. Сейчас будет показываться процесс посадки. Меня больше всего это интересует. Как Старший будет садиться на Марс без ног для посадки. Нет, не будет садиться. А нет, будет. Как будет садиться на Марс без ног для посадки? Может, тут будет просто облет Марса, без понятия еще. Планы их, так сказать. Да, будет садиться. Это уже заселенный Марс. И это все Старшипы. В данном случае по 4 штуки. И вот он садится. Не показали все-таки, на что он садится. На что-то он садится. И люди выходят с него на лифте, и перед ними город на Марсе. Большой город на Марсе. Конец. Let's make this real. Да, это возможно сделать. Any questions? Какие-то вопросы? Let's make this real. Да, это реально. Мы сможем это сделать. Far away. Anyone? I can't see you, so you probably just have to Немного yell it поболее. out or something. Yes, there's 6 Raptors on Starship. Currently 3 with the vacuum nozzle, 3 sea Когда level. будет 6 двигателей и Раптор вакуум на Старшипе. And I think if I would say, like, we'll probably end up adding another 3 vacuum engines. They kind of Сейчас их fill in the 3. gaps and stretch the ship. I think is going to make a lot of Это sense. увеличит Старшип. Да, это будет.
You'll have to yell, unfortunately. So we are building a launch site, a Starship launch tower at 39A at Cape Kennedy, and we're also building a Starship Да, мы production строим facility at the Cape. So we'll have production facility and launch site here, and a production facility and launch site at the Cape as well. площадку для запуска Starship и производственную линию Starship на миссии Канаверал. So, It's Irene Klotz with Aviation Week over here. I've got lights in my eyes, so unfortunately I can't see. Okay, well- I'm blinded. So I can hear where We're the all speaker is here. coming from. Okay. But, You should, I believe you're expecting to hear in a couple weeks about the possible finding of no significant impact from the FAA. Have you gotten any indications if that's going to Что-то come про through? And FAA. what is your time frame for the orbital flight test? Thanks. Даты well, we don't для орбитального have, первого полета. we don't have a ton of insight into where things stand with the FAA. We have gotten sort of a rough indication that there may be an approval in March, but that's all we know. So, hi, Elon. Так, в марте будет известна дата полета. Point-to-point capability. Is there a possibility between here and Cape Canaveral? Oh, well, yeah, I guess technically yes. Технически, да, на миссии Канаверал I возможно. mean, depending on how good things get with Starship, there are some scenarios where it might actually be the lowest cost means of transporting cargo long distances. Starship также будет использоваться для доставки грузов на большие расстояния. Of a rocket is much better than the capital efficiency of a plane for long distance flights. Это будет как бы самолет на полеты на дальние дистанции, быстрее и грузоподъемней. If you went from, I don't know, say here to Singapore or something, like that's a long flight. So, I mean, I don't know how long that is. I'm not sure you can even go there nonstop. But it's Все мы знаем, probably что like 20 полеты hours достаточно долгие, с but in a аэропортов, rocket, it которые would be less находятся than an далеко hour. друг от So друга, like 45 minutes or thereabouts. и мы сможем сократить это время до часа, до That 45 means минут you'd be able максимум. to use the rocket 20 times more often than an aircraft. So it's 20 times the capital efficiency. So provided the propellant cost is, competitive with aircraft, and bear in mind, like I was saying, like there's 3.5 tons of liquid oxygen for every 1 ton of fuel. Нужно 3 тонны кислорода на 1 тонну метана. The cost of electricity. Это достаточно большое количество топлива, но достаточно There is a недешевое. scenario where it's economically compelling to do long distance cargo and people transport with И нужно Starship. решить этот вопрос для доставки грузов и людей на Старшипе. Конечно же, в первую очередь это будет для бизнеса, для людей с большим достатком. We got a question right here, Elon, right in the middle, right here, right, hands up in the. I mean, I literally have lights in my eyes, and it's pitch dark in front of me. It's fine. Hi, Elon. Michael Sheets with CNBC. Да, SpaceX возможно получит лицензию на запуске в марте, точно. Space travel being seen as maybe a pet project or not really valuable to folks who have problems here on Earth. I was wondering if you could get a little more into the specifics on comparing not just the U.S. government spending that's happening on space travel versus other things, but maybe in terms of SpaceX itself, how you and private investment on a dollar value compares to the taxpayer-funded projects or contracts that SpaceX has won over the years. Понимаю про контракты. У SpaceX будет вопрос. The cost efficiency of SpaceX is the best in history, I think, for any rocket development. Да, сейчас у SpaceX самая большая интересная история в ракетном конструировании, ракетостроении.
И же это за счет нашего возвращения ракет происходит. I don't know, between 5 and 10% of Saturn V. So that's pretty good. И у нас ракета больше, чем Saturn 5, и будет возвращаться полностью. It will work. Might be a few bumps along the road, but it'll work. I feel at this point highly confident that we'll get to orbit this year. Я думаю, что самой главной целью, конечно же, является достичь орбиты в этом году. We're close to achieving one Raptor 2 every day production rate. Мы должны достичь производства рапторов в количестве 1 раптор в один день. And I think by the end of this year we'll be able to produce a ship and a booster per month. So this is По одному ускорителю в месяц. maybe two orders of magnitude more efficient than anything in the past. Это достаточно быстро. Yeah. So. Hey, Elon, this is your left Нет, Kuiper cluster. за месяц Just wondering, what does ускоритель будет SpaceX получать plan and весь timeline комплект look like if двигателей. the FAA ultimately decides to do a deeper environmental review of Starbase? And then one Опять other что-то thing, про you FAA might be able to give us an спросили. updated figure on what it costs to Starship and what it would cost a customer to buy a flight on one. Thanks. Yeah, I mean, I am optimistic that we will get approval. Я оптимистично отношусь к принятию полета от Objectively, I think this FAA. is not something that will be harmful to the environment. We've obviously flown the ship several times Нет and done каких-то multiple препятствий landings and для takeoff landings. отказа нам We've fired the в engines a lot, so I think полете со Starbase. the reality is that it would not have a significant impact. Это реально. Now, of Мы course, сможем это that сделать и doesn't mean внести things don't достаточно get, большой вклад. delayed from a regulatory standpoint, and we are in a litigious society, and so there's always sort of lawsuits from someone, lawsuit city. Now we do have the alternative of the Cape, and we actually applied for environmental approval for launch from the Cape a few years ago and received it. So we actually are approved from an environmental standpoint to launch from 39A. So I guess our worst case Для scenario 5 is полетов that сейчас we would, у нас лицензии, I don't know, be delayed 5 полетов в год. for Старшипа с 6 to 8 months площадки to build SLC up 39. the Cape launch tower and launch from there. Ну, еще там не построено ничего, но будет строиться. From a cost standpoint, the costs will improve significantly over time. So, because it'll take us a moment to achieve full reusability and full and rapid reusability, we'll probably lose a few vehicles along the way. You know, with Falcon 9, I think it took us 14 or 15 attempts to successfully land the first booster. I don't think it'll take us that many. Falcon 9-20, больше 20 попыток для посадки первой ступени. Я надеюсь, что у Starship это будет меньше. I mean, from a cost standpoint, I mean, it's a 100-ton capability to orbit. On a marginal cost to launch basis, Мы будем достигать около 100 тонн на орбиту. Возвращаем в варианте. It may be as little as a few $1 million per flight. И снижать стоимость до $1 миллиона за полет. Да, это очень сумасшедшие цифры сейчас, особенно за космический запуск. И мы сможем фиксировать цену. Фиксировать цену уже смотря на количество запусков и за общую оплату запусков всех. Но я думаю, что полет будет стоить около $10 миллионов. Первые 3 года так точно мы сможем достичь этой цифры, $10 миллионов за один
полет and 100 за tons to a 100, useful за 100 orbit, not тонн to на a орбиту. low orbit. To a low orbit, it'd be 150 tons. So this is ridiculously good compared to everything else, and it should be, because if you think of, like, if this was if aircraft were not reusable, how much would an air ticket cost? Также, если мы будем летать на самолетах и выкидывать их после каждого их использования, будем выбрасывать самолеты, и это будет достаточно дорого, конечно же. Поэтому нам нужно строить такую систему, которая будет возвращаться, и это будет дешево, как на самолете. И все-таки самолеты смогли изменить игру со своей полностью многоразовой системой. И мы должны этого же добиваться. Sorry, this is Andrea Leinfelder of the Houston Chronicle. I wanted to know, when and how do you plan to test Starship refueling in space? And also, aside from NASA, Dear Moon, and Starlink, can you elaborate on the potential customer base for Starship? Thank you. Тесты орбитальной заправки Starship на орбите. I apologize. I zoned out for a second. I was thinking about something. Could you say that question again? Повтори еще раз, я не понял. When and Там что-то с микрофоном у них. When and how do you plan to test Starship refueling in space? And aside from NASA, Dear Moon, and Starlink, can you elaborate on potential customers for Starship? Thank you. Про клиентов Starship. Orbital refilling, and I want to emphasize it is refilling, not refueling, because it's 3.5 times as much oxygen than fuel. So we mostly are carrying oxygen up there. I optimistically, towards the end of next year, Оптимистичный прогноз на следующий год с орбитальной дозаправки. Ну, в принципе, как и говорилось раньше. Я думаю, нам понадобится около 2 лет для полной отработки технологии. Customers that will want to use Starship. I don't want to steal their thunder. They're going to make their announcements, and but I think this will get a lot of use, a lot of attention. It's like I said, once we make this work, да, нам уже работать над этим. It's an utterly profound breakthrough in access to orbit. Нужно выйти на орбиту. Это одна из самых главных задач. Hard to imagine. I mean, when aircraft first came along, aircraft were viewed as toys, like they were like a novelty. Многие люди тоже не верили в самолеты в первое время, и видим, что получилось. Хотя почти каждый день все летаем на самолетах, и за несколько минут можем добраться быстро в точку, которая нам нужна. Очень много людей используют аэропорты, авиакомпании и самолеты. When the Wright brothers first took off, I mean, most people were just riding horses. So you're like, like riding a horse, see this crazy device, looks like witchcraft. И раньше людей самолет был очень как бы сумасшедшая вещь, что-то невозможное. И видим, как полеты на самолетах изменили мир. И сейчас примерно такая же ситуация с ракетами. Никто не верит в это, но должно все получиться. Hi, Elon. This is Steve Clark with the Brownsville Herald. Thank you for the presentation. You're welcome.
So if the FAA does come back and say we need an EIS, does Starbase bounce back from that at some point? Что-то про Yeah, I космическую mean, станцию. it would obviously set us back for quite some time because an EIS takes a lot longer than an EA. So we would have to shift our priorities to Cape Kennedy. Okay, and long term, what do you envision for Starbase? Like a spaceport with flights coming and going and Starship manufacturing, or what is the future role of Starbase? Какое будущее у Starbase? The future role of Starbase, I think, Я думаю, it's что well будущее у suited to be kind of like Starbase our advanced R&D location. So it's это like where we будет would try out такая new designs локация для and показа new новых versions of the технологий, новых версий rocket. ракет And и их производства, then конечно I же. think probably Cape Kennedy would be our sort of main operational А в launch Кеннеди site. будет And происходить then, I don't know, over time, I think there's going to be, we'll операция по have запуску. floating spaceports, like ocean spaceports. We got these two converted oil rigs that are going to be turned into orbital launch sites. And they can be moved around the world. So, that I think there could be quite a few of those. I think about like, if I think about like what would really work for long distance travel, because the rocket is quite loud, you want to be, I don't know, 20 miles away from a major city or 30 miles away from a major city, just so you don't, Рассказывается про то, что not про полеты Земля-Земля. disturbing people too much. So I think probably most of the launch sites long term will be kind of ocean or sea То, что понадобится So like maybe и located like 20 платформа в miles, 30 океане, и miles на offshore. морях, и на суше для And более this would allow удобного доставки Starship to грузов, connect людей. any cities that are on the ocean or on the sea, and have a high flight rate, but without И нужно достичь disturbing people too очень much. большой I think people are безопасности, willing to уровня безопасности ракеты. have something that's loud occasionally, but if you want to have it frequently, then it probably needs to be offshore. Hello, Elon. I'm Cam Gerlach with the SpaceX Reddit community. So you've talked a lot about how Raptor 2 is crucially important for Starship development and for the future of Starship. So I'm Да, curious, Raptor 2 это what general будущее для improvements have you made Starship. with Raptor 2 to ensure it's not only more efficient, more powerful, but also much easier to produce and less expensive as well and faster? And how do you plan to continue to iterate further on the design in the future? И что будет с дизайном Раптора в будущем? Raptor 2 is Raptor 2 это, an almost complete redesign relative to Raptor 1. So наверное, basically самый everything from the turbomachinery законченный to дизайн Раптора. the chamber, nozzle, the electronics. Поменяли почти Basically все. everything's been Конструкцию, redesigned. You can see сопла, the difference over there, the электронику. Raptor 1 versus Raptor 2. Можете посмотреть наглядно на различия между Raptor 1 и Raptor 2. A lot of the changes were Совершенно видно deleting большие things. We изменения. deleted a lot, consolidated a lot. The rotating machinery, especially the inducers of the turbo pumps, are a lot more robust. We converted a bunch of flanges to welds, and we're actually over time will convert even more flanges to welds. I hate flanges, especially if you've got high pressure and И, a cryogenic конечно же, в нем fluid достигается очень большое or super давление. hot gas. И Flanges and у seals are a нас nightmare. закрыты конструкции, And so, we've got где parts горячий of that газ engine выходит that вместе are, с, sort of 700-800 bar. с компонентами That's топлива. 11,000-12,000 psi, which is nutty. Это очень большое давление достигается в камере сгорания. Going to За счет welded этого joints instead of flanges was pretty helpful. The pre-burner controllers have been consolidated into a sort of a unified box as opposed to being kind of like all over the engine. И нужно So, and we're контролировать getting эту close to the тягу. point where
I think Raptor will not need shrouds. So shrouds are a huge pain in the ass, like basically putting a whole shield around the engine, especially for the gimbaling engines, where it's got Конечно, a более like аккуратный. sort of a, eyeball seal, like it's like rotating in a circle with a hot gas seal. И у него не будет тепловой защиты в центре, когда он будет стоять, потому что он должен будет вращаться. Will be sort of flame proof, more or less, and then we can get rid of the shrouds, which would be a big mass savings. Yeah. Это слишком большое обновление двигателей. A lot more could go on. We're also operating at a higher chamber pressure. I think. Достигает более большого давления, чем Raptor 1. I think over time we can operate it at 330 bar sustained in the main chamber. Более 300 баров достигается. And without having the pre-burner pressures be too high, by essentially not by losing less pressure. There's like a whole pressure ladder going from the turbo pumps and pre-burners to the main chamber, and давление достигается за счет we can have less pressure loss, помпы, and so the pumps can турбонасоса. More pressure in the main chamber due to less loss. Raptor 2 это полностью переработанный с нуля проект. Do you have specific questions or? Sorry, yeah, Chris Gephardt with NASA Spaceflight. Can you talk a little bit about the abort modes that are available for ship if there were ever to be a problem during the climb to orbit? What would be available to the crew in that regard? Какие проблемы будут у экипажа при выходе на орбиту, я так понимаю? Какие разрабатываются системы жизнеобеспечения на Старшипе? Starship will not have an independent abort system, but I think something that would make sense is to have the thruster weight of the ship be enough that it could do it could take off from the booster, even if the booster has a failure at the pad level. So if you can get the thruster weight of the ship at sea level above 1, then even if there is перегрузки что-то на запуске. And so that's something that I think would be И вообще шум это у нас система топливная. To have the ship have a thruster weight greater than 1 even at sea level. And then there's like I said, that would be like the 9-engine version. And then even if you lost one engine, I think you should still be able to do an abort. И скоро у Starship будет 6 двигателей Raptor Vacuum и 3 двигателя также Raptor обычных. Это будет 9 двигателей. Even if you lost an engine, that'd be my recommendation. From a life support standpoint, теперь система жизнеобеспечения, я так понимаю, будет речь. Sort of a renewable, like for long, Она будет разрабатываться. Она будет немного другая, чем система жизнеобеспечения на Драгоне. И миссия сможет существовать без каких-либо вмешательств до Марса. In a closed loop system with close to zero lost mass. So that would be a more advanced system. Также у Starship не будет системы аварийного спасения, она будет система, позволяющая ему экстренно делиться суперхэви, кстати. Kind of recycle, poop and urine and stuff. Yeah. So that's a harder problem, but it's not an immediate problem. We can certainly scale up Dragon for any kind of missions that are, a few weeks long. Hi, Elon. Eric Berger with Ars Technica. Thanks for taking some questions. I'm wondering if you do get that approval from the FAA in March. I know that there's really no way of knowing, but could you talk a little bit about the hardware readiness, sort of where you are technically? The launch tower is pretty incredible. But sort of the rocket,
the ground systems, software? Like if you were to get some kind of approval from the FAA in March, would you be looking at, how quickly could the hardware be ready to go? Будет ли все готово до марта, до принятия полета FAA? Close to having the hardware ready to go. So right now, Я надеюсь, мы будем готовы ко всему в марте. And hardware readiness around the same time. So around the same, hopefully, basically a couple months for both. Здесь нам около месяца понадобится на готов к орбитальному полету еще. Меньше месяца. Hi, Seth Krakowski with SpaceExport.com. You mentioned launching from the sea. Could you give us an update on the current status of using Phobos and Deimos for Starship operations? Так, про Phobos Deimos. Yeah, so Phobos and Deimos thus far have been a relatively low priority. We needed to make the launch site here. Сейчас они разбираются для постройки на них площадок для запуска с моря. Phobos and Deimos. And just last month, we started to. We're going to take one of them and build at least a catch tower on it. So. Я думаю, что скоро будем строить на них системы башни. Я думаю, до конца этого года они будут готовы. So I think hopefully by the end of this year we will have a launch capability at Cape Kennedy at 39A and on one of the ocean platforms as well. И, конечно же, платформа нам понадобится с запуском с Канавералом. This is more of a community-based question. This past week, several BISD students, community leaders, and community members got together to ask you a question and to show their gratitude. Not sure if you got that message yet, but they were saying thank you, Elon. Расскажите, как вы готовите таких замечательных специалистов? So, on behalf of them, will you be attending Charter Days? It sounds like fun. So, when is it? I believe it starts on the 19th through the 25th. So you have several days to attend Sombrero Festival, Charter Days parades, enjoy some great food. Will we see you there? I will be there. All right. Не понял. That's going to be hard to follow up. Hey, Elon. Tim Dodd, the Everyday Astronaut here. Okay, so a little bit more Raptor 2 Tim talk Dodd. Again. Where are you at as far as production? How many Everyday do you Astronaut. have? How are they handling, testing? Are they more cantankerous, less cantankerous? Just give us a little more rundown, on where you're actually at. Is that a bottleneck for the next booster as well? We assume the next booster is going to require, Raptor 2. So, kind of where you at with the production and the testing so far? Well, right now, of any technical problem, I'm spending the most time. Есть несколько технических проблем, которые мы должны решить перед поставками Raptor 2. Really, they're like the two things that occupy the most number of mental cycles are Raptor 2 and Tesla full self-driving. The only remaining issue that we're aware of is melting the chamber. So that thing really wants to melt, It's got on the order of a gigawatt of heat, so it's pretty hot. Like a gigawatt's what a nuclear power plant produces, so it really is desperately trying to melt at any point in time. We've got, we're flowing an immense amount of cryogenic fuel to cool the chamber. Рассказывается про топливную систему, то, что криогенное топливо, как оно будет подготавливаться. Exact sort of balance between head-end foam cooling and throat foam cooling. Нужно достичь баланса между правильным охлаждением. We have a couple engines in the stand that have I think 700 or 800 seconds of operation and several start cycles. So it's looking positive, but that's the remaining issue is melting the chamber.
but in the meantime, we're scaling up old production to get to one a day or better. So apart from melted chambers, we're doing well. We've got a lot of pumps, a lot of electronics, a lot of pre-burner Спесы controllers. пытаются взять сбалансированные двигатели, а также что больше времени тратит на их производство и на автопилот Тесла. Это достаточно такой челлендж для компании по новым двигателям. We're really, like next week, we'll probably make at least 5 or 6 Raptor 2s, for example. Я думаю, через несколько недель уже Raptor 2 будет поступать в Starbase в следующем месяце. Those are crazy numbers for rocket engines, by the way. Yeah. Hi, Elon. Robert Perlman with Space.com and Collect Space. You mentioned the NASA contract for the human landing system. At one point, do you envision splintering off development of Starship for HLS, or how are you going to balance the timelines of rapid reusability versus NASA's own schedule of when they're ready to go to the moon? I don't think there's really a conflict there. We're going to be making a lot of ships, a lot of boosters. Перед тем, как на Луну, мы должны сделать много старшипов, много бустеров, извиняюсь. Уже у нас должен быть старшип с 9 двигателями и бустер с 33 двигателями. К этому времени и ноги для посадки на Луну достаточно быстро все разрабатывается, тестируется, потому что осталось не так уж много времени. Сейчас очень большой темп разработки. With The Verge. I'm wondering if you can clarify the number of launches that you plan to conduct in order to do these refillings. I know a lot of numbers have been thrown around, so I'm wondering if you have landed on a final number. And how quickly do you plan to launch those missions back to refuel the vehicle to get to the moon? Thanks. Про миссии на Луну, а также возврат, когда будет достигнут полный. Миссии должны выполняться максимально быстро. Обслуживание будет очень быстро, и дозаправка должна происходить на Земле тоже достаточно с быстрыми темпами. Для минимизации времени между запусками, для более быстрого. Для более быстрого всего. Hi, Elon. Kevin Haymeyer from Space Eccentric on YouTube and Rumble. Thank you. My viewers are really hungry to know anything about the interior design for crewed Starship. Многие люди хотят узнать, как будет выглядеть Starship в версии Crew для Moon, а также для программы Human Landing System. Как же будет выглядеть интерьер Starship? We aren't focusing a lot on the interior quite yet. I mean, that will be important down the road, but our focus right now is just getting to orbit and proving out return of the booster and return of the ship. Yeah, it's fundamentally very difficult to build a fully reusable rocket given the strength of Earth's gravity and the density of our atmosphere. Like there's no, you can't have a lot of mass margin. So our focus is solving that rapid reusability. Like I said, we'll have a high production rate, so we're not
Очень быстрый темп разработки. Мы должны все успеть сделать, и мы должны переключиться на курс того, что нужно заселять другие планеты и их колонизировать. Evening, Elon. Bob Duncan. I'm a local resident. Пока что мало задумываться над этим интерьером, потому что у них есть много нерешенных задач. A very cool evening, so this has been a lot of fun for us. As a local resident, it's been exciting to watch the amazing progress that SpaceX has made here in BocaChica. Мы видим очень большой прогресс в BocaChica, We're standing on the southern tip of the state of SpaceX. Texas. We're a few hundred yards from your residence. Could you just speak to what, if anything, has been appealing or advantageous about operating in the state of Texas versus other parts of the country? Thank you. Well, I think we've, you know, well, I mean, we've had a lot of support from the community, and Я думаю, то, что я живу рядом, прямо со сборочной площадкой, помогает более быстро доносить информацию до меня и коммуницировать. And they build up, you know, more in some places than others, and they didn't, you know, I think Texas has the right amount of rules and regulations. Yeah. О, тот самый ремень. So, well, thank you all for coming. I hope you've enjoyed the evening. And I think we might be able to get you closer to the rocket if you'd like. And so we'll get you as close as possible while still being safe. And yeah, feel free to you know, take pictures, have a good time, and Давайте сделаем несколько фотографий через некоторое время. Go like hell to have an exciting future. Thank you. И двигаемся в будущее. Спасибо. Так закончилась презентация нашей системы Starship. Давайте сразу. Окей. Идем на их сайт. Может, уже появилась информация новая. Навряд ли. Да. Ролик еще не появилась, я так понимаю. В скором времени должен появиться. И он появился. Так, давайте так вот сделаю. Но мы еще не заканчиваем на этом. Ролик с анимацией Starship. Идет 5 минут. Кому будет интересно, я его добавлю в пост в группе ВКонтакте. Да, наверное, вот на этом будем заканчивать. Потому что достаточно долго, мы уже почти 1,5 часа стримим. Больше даже 1,5 часов. И все-таки очень ранний стрим получился. И всем хочу пожелать удачи. Спасибо за просмотр. И да, скоро будет орбитальный полет Starship, буквально через 2 месяца.